Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную, умопомрачительную игру Викинги War of Clans. И мы начинаем новую рубрику «Мастерская новостей». Рубрика, в которой мы будем узнавать новости, в которой мы будем делиться новостями, обсуждать новости, осуждать новости или радоваться новостям. Об этом прямо здесь. Поехали! И начнем мы сразу же с хороших новостей. Новость, которую мы ждали многие-многие годы, наконец-то свершилась. А именно, уважаемые разработчики предоставили для нас новую опцию, такую как множественные титулы. Что же это такое? Механика назначения одного и того же титула одновременно нескольким игрокам. Как мы этого долго ждали, боже мой. Вождь и старейшины клана, владеющие местом силы, смогут назначать одинаковые титулы разным игрокам, что должно повысить эффективность игроков в различных соревнованиях. Множественные титулы. Каждый титул может быть одновременно присвоен нескольким разным игрокам. При этом бонусы титула не меняются от количества игроков. На всех титул действует абсолютно одинаково. На каждого игрока по-прежнему единовременно может действовать только один титул. Стоимость назначения титулов. Если титул свободен, то этот титул назначается абсолютно бесплатно, то есть даром. Если титул назначен, то этот же титул назначается за золото. При этом с каждым последующим игроком стоимость назначения титула увеличивается. Что важно знать? Любопытно. Стоимость назначения титула рассчитывается исходя из того, скольким игрокам присвоен этот титул на момент назначения. Например, титул Кавалерист 2 был присвоен 3 игрокам, при этом у первого игрока, у которому был титул назначен бесплатно, время действия титула истекло, а 2 еще действуют. В этом случае последующему игроку титул все равно будет назначен за золото. Стоимость будет рассчитываться как третий по счету повторный титул. И если клан владеет местом силы в разных королевствах, то стоимость титулов рассчитывается для каждого королевства абсолютно персонально отдельно. Победа! Следующее долгожданное улучшение игры — это активация сета с автоинкрустацией камней и рун. Что же это такое? И как долго мы этого ждали? Активация сета с автоинкрустацией камней и рун. С введением в игру новых уровней, заточки вещей, мега камней и мега рун у игроков все чаще возникает потребность менять камни и руны в вещах, чтобы получить максимальную эффективность в различных игровых ситуациях. Автоинкрустация камней и рун призвана существенно упростить эти процессы. В игру добавляется новый айтем, который позволяет при активации сета героя автоматически инкрустировать вещи камнями и рунами, которые были сохранены в конфигурации сета. Новое в игре. Новый айтем активации сета с автоинкрустацией будет продаваться в магазине предметов, стоимость определена в золоте. Другие способы получения айтема также возможны, например в наградах за соревнования, либо банковских предложениях, которые будут также добавлены в игру. Активация сета с автоинкрустацией требуется только если конфигурация сохраненного сета отличается от текущего инвентаря и имеет желтый маркер в списке сохранений. Если игрок выбирает активацию сета с автоматической заменой камней и рун, то во всех отличающихся вещах освобождаются слоты, автоматически извлекаются камни и руны, а затем в эти вещи автоматически инкрустируются камни и руны в соответствии с конфигурацией, сохраненной в сете. Сказано весьма мудрено, но очень понятно и весьма доступно. Но это не точно. Важно заметить, что в связи с техническими ограничениями для автоинкрустации используются только те камни и руны, что находятся в инвентаре игрока. Если требуемые камни и руны вставлены в вещи, то игроку все-таки необходимо самостоятельно извлечь их, чтобы они находились в инвентаре. Как же выглядит примерный алгоритм? На ваше внимание вы можете посмотреть, изучить и высказать свое мнение. Активация сета с автоматической заменой камней и рун. Весьма непросто, схема сложна, но при детальном рассмотрении на самом деле она очень понятна. Айтемы, которые будут продаваться в магазинах,
пока неизвестно, какая у них стоимость, и это, естественно, всегда слегка напрягает, но тем не менее, я думаю, наличие данных айтемов в игре все-таки в любом случае облегчит игру однозначно. Теперь оказалось бы незначительным, но в то же время судьбоносным улучшении, которое ждет нас в игре. Это увеличение объема буста на клепку войск. Если раньше мы довольствовались 7300 и считали, что это очень много, и некоторые игроки для облегчения и ускорения данного процесса ставили несколько казарм, то теперь будет вполне достаточно одной казармы. Потому что буст в 200 тысяч процентов это такое себе, о чем говорит улыбающийся Торин и 3 чертенка, которые рядом с ним сидят и радуют нас этим событием. А также хочу напомнить, либо подсказать тем, кто не знает, о том, что проводится активность от уважаемой Фриды и не менее уважаемого Ларса. До 28 августа будет происходить последняя активность в рамках празднования дня рождения нашей любимой игры. Проходим в ссылочке в описании. Проходим, тапаем, активничаем, получаем кучу ништяков, отправляем ID и испытываем свой поросячий восторг. И на окончание выпуска не могу не вспомнить о замечательном событии, которое называется праздничная битва в Йотунхейме. Битва за трон, она была не только какая-то праздничная в связи с изменением объема крепов и другими новшествами, которые были в игре, но она была, по-моему, самая кровопролитная, которую можно себе было представить. По крайней мере, мне так показалось. Бойня была тяжелая, участвовали много кланов, поэтому я поздравляю клан победивший, это клан Wild Retribution, которые победили в этой непростой борьбе. Поздравляю их от души, но абсолютно не искренне. С победой, ребята, да пребудет с вами сила. Вот и состоялся первый выпуск наших новостей. Ребята, не судите строго, пробуем, как говорится, проба пера. Может быть, эта тема зайдет и будет востребована для нас и пойдет нам на пользу для того, чтобы расширить горизонты познания нашей умопомрачительной игры. Потому что у нас... Может быть, потому что у нас нет другого выхода. Поэтому подписывайтесь на канал, задавайте вопросы и получайте ответы. С удовольствием буду делиться своим опытом. Да пребудет с вами сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.